Всем привет, вы на канале Иван, и мы продолжаем тестировать MacBook Pro на процессоре M1 Pro 14 дюймов базовой конфигурации, сравниваем его с MacBook на процессоре M1 2020 года и с MacBook 15 дюймов конца 2018 года на процессоре Intel. Сейчас у нас будет тест звука, точнее динамиков, как они вообще отыгрывают. Сразу предупреждаю, я буду проигрывать на каждом ноутбуке на -2 от максимальной мощности динамиков. Для чего это делаю? Для того, чтобы не убивать, собственно, динамики. Ну что ж, поехали, давайте начнем с MacBook Pro 15 конца 2018 года. Так, поехали. This is for you. Listen. Собственно, это первый трек. Сразу отмечу, что вот прям на высокой громкости, то есть вроде бы это даже не максималка, но вот прям режет. Продолжим. Сейчас только проверю. Да, запись идет. В этот раз запись идет. Ништяк. Итак, продолжим. Сейчас будем тестировать MacBook Pro на процессоре M1 Pro 14 дюймов. Включаем точно так же первую звуковую дорожку. This is for you. Listen. Я не знаю насколько микрофон передает вам изменения в громкости, басистости, объеме этого звучания, но вот чисто субъективное мнение, здесь звук более объемный, более насыщенный, и он не режет так слух, как это было с 15-дюймовой моделью. Итак, давайте второй трек запустим. Здесь очень прикольный эффект. Ты слышишь, как разные частоты, разные инструменты играют вот в разных плоскостях. То есть действительно создается прям такое вот объемное звучание. Это прикольно. Apple, респект. Давайте теперь финалим и смотрим MacBook Pro на процессоре M1 конца 2020 года. This is for you. Listen. Неплохой звук, он, естественно, он тише, чем в этих моделях, потому что здесь немножко другие все-таки используются динамики, но нету, не режет хотя бы слух, и к объему он все равно присутствует. Не такой крутой, как в новом MacBook, но все-таки он есть. И давайте второй трек для сравнения.
Ну вот, собственно, вы все слышали сами. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, какой звук вам понравился больше, есть ли вообще для вас какие-то отличия. Мое субъективное мнение, да, оно есть, и оно действительно вот направлено прям в лучшую, в гораздо лучшую сторону. Вы, я думаю, не один раз слышали про то, что техника Apple, в том числе MacBook, славится очень крутыми динамиками, да, и то, что они действительно выдают классное какое-то, очень красивое, объемное и громкое, и такое прям чистое звучание. Но вот действительно от года к году Apple делает все лучше и лучше, и вот сейчас, блин, это звучит круто. Мне еще интересно, конечно, послушать 16-дюймовую модель, вот, но то, что я слышу уже сейчас, мне прям очень и очень нравится. Ну а вы подписывайтесь на канал, обязательно ставьте лайки и нажимайте колокольчик, ведь следующие видеоролики точно так же будут посвящены сравнению этих замечательных устройств и их технических там характеристик, их бенчмарков, тестов, ну, в общем, всего-всего. Ну а с вами был Иван, пока.